Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим о гибридной новинке от компании CCA, и их модель получила название Rhapsody. Наушники приходят в очень небольшой коробке, где есть только логотип компании на лицевой части, а здесь сбоку указаны технические характеристики этих наушников. И за звук здесь отвечает два динамических драйвера диаметром 8 мм и 4 арматурных излучателя, а чувствительность составляет 102 дБ, и они получили плавающий импеданс от 15 до 20 Ом. А теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Ну и тут на самом деле все просто. Мы получаем наушники, которые смотрятся, как по мне, довольно хорошо. Хоть и металлическая панель здесь маркая и немного собирает отпечатки. И имеет вот такое большое отверстие с сеточкой и надпись Rhapsody на обоих наушниках. А внутренняя панель здесь выполнена из полупрозрачной смолы. Поэтому здесь очень даже четко видно динамические два драйвера и арматурные излучатели. Вот здесь они расположены. Отверстий для компенсации как таковых привычных нам тут нет, поэтому небольшой вакуумный эффект с некоторыми амбушюрами я встречал. Но он на самом деле тут не так страшен, и его довольно легко исправить правильным подбором насадок. А сбоку вот здесь расположился блок с переключателями для настройки и тюнинга наушников. В общем, поиграться на самом деле тут есть чем. Но на деле, я думаю, вы, как и я, установите один раз их в одно положение и трогать больше не будете. Я лично остановился на вот таком варианте. 1-2 вверх, 3 и 4 вниз. И можно попробовать еще сделать наоборот. Там тоже тюнинг довольно интересный. Будет поменьше баса и верхней середины. Но стоит сказать, что здесь вот установлен разъем 2 пин. И он, к сожалению, не утоплен в корпус. Поэтому, как это обычно бывает, кабель сюда еще придется хорошо подобрать. Лично у меня QDC особо-то и нет. Ставил обычный 2-пин кабель. Потому что комплектный кабель тут, ребята, совершенно стандартный в стиле KZ. Я думаю, вы его уже видите не первый раз. Его советую сразу поменять на что-то более интересное. Да, у него тут, конечно, есть микрофон, если вы купили версию с микрофоном, как я. И коннекторы QDC здесь есть с неплохими заушинами. Но, блин, он еще жутко пахнет, поэтому лучше, наверное, его даже не доставать вот из этого пакетика. Это мой вам совет. Ну и про амбушюры тут тоже не забыли. Тут ровно один пакетик с совершенно стандартными силиконовыми насадками. Я даже, видите, не вскрывал их и не пользовался. Теперь давайте лучше поговорим о звучании этих наушников CCA Rhapsody. И тут очень интересная картина. Тюнинг здесь оформлен в стиле Harman. Такое мы уже встречаем не первый раз. Есть тут и очень хороший акцент на низких частотах с довольно плавным заходом на средние частоты и чуть более приподнятый акцент на верхней середине. Да, он небольшой, но лично я его ощущаю. А вот высокие частоты тут оформили вполне хорошо, они очень продолжительные и слегка совсем подчеркнутые, с очень небольшой компенсационной ямкой. И в целом удивительно, но наушники очень близко находятся к моему около нейтральному таргету. Это меня порадовало, но одним графиком от чиха, как говорится, сыт не будешь. Поэтому давайте лучше разберем все по порядку. На низких частотах эта модель демонстрирует прям очень хороший и бодрый подъем на 10 дБ. Если поставить первые два переключателя вверх, то мы получаем отличный вес и глубину саббасовых нот, которую дополняет мидбас с очень выделенным панчем и характерной атакой, пускай и не самым четко выделенным импульсом. А текстура здесь может и не рекордно прозрачна, но по крайней мере бас не звучит тут мутно, излишне расслабленно на удар, и сатурация и дисторшн у гитар вполне себе легко передается, и в итоге не возникает ощущения, что нам чего-то тут не доложили, и басхеды уже вполне могут рассматривать эту модель к приобретению. Ну а вот средние частоты тут подаются как очень энергичные, с нормальной, не излишней прозрачностью и воздухом, и слегка даже ощущаются суховатыми, и имеют небольшую легкость в нижней середине. И стоит сказать, что у наушников присутствует заметный арматурный тембр, особенно явно выделяющийся у вокала.
Это, конечно, не есть хорошо, но лично я сразу обратил на это внимание, когда получил эти наушники и стал их слушать. Но из плюсов тут есть довольно подчеркнутые транзиенты и атаки, явно выделяющиеся на ударных барабанах за счет как раз-таки усиления области верхней середины. Но лично мне бы хотелось получить поменьше акцента на ней и сделать эту область чуть более нейтральной. Но это уже чисто на мой вкус, так как я знаю, что и любители более ярких настроек также смотрят мои обзоры. Поэтому уверен, они в этом случае будут довольны, да и тюнинг для них будет очень даже знаком. Но вот высокие частоты тут имеют музыкальный и, как по мне, правильный подход к настройке, где нету супер излишней яркости и что я называю псевдодетализацией за счет усиления как раз таки этой области. Здесь есть и умеренная техничность, и пускай не самый заметный, но не потерявшийся уклон в аналитику, за счет чего мы имеем более лучшее разделение тарелок и перкуссии в этом диапазоне, где ничего не сливается в кашу и в одно целое, и все в итоге звучит очень даже читаемо, с хорошей детализацией и искристостью у тарелок и продолжительными послезвучиями. Да и сама продолжительность высоких частот меня тут удивила. Наконец-то тут нету такого спада после 8 или 10 кГц, как это часто бывает даже у дорогих гибридных наушников. Достаточно лишь посмотреть мои обзоры на некоторые предыдущие модели. Ну а что касаемо звуковой сцены и стереопанорамы, то в Rhapsody она не супер широкая и довольно близкая и слегка интимная по расположению для вокальной части. Поэтому тут не возникает ощущения, как в тех же Hidis MP145 или LED Shure RS15, будто вы слушаете открытые полноразмеры, но тем не менее. Глубина тут неплохая и прорисовка планов и образов не особо-то и упрощена для этой стоимости. Все вполне четко и понятно разделяется, и с определением источника звука проблем тут не возникает. А вот вывод по данной модели наушников у меня получился таков. CCA, Rhapsody получились интересными, недорогими гибридными наушниками с возможностью тюнинга звука с помощью вот этих переключателей на корпусе. И подача у наушников хоть и яркая, но довольно сочная и динамичная, с хорошим мощным басом. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.